Ребят, всем здорово! Я сегодня сделаю обзор кроссовок, которые уделают все ваши любимые и популярные Nike Monarch M2K, Adidas Strater, New Balance типа 608 или какие там, я не знаю, их миллиард. Все они на синтетике или что-то такое синтетика подобное. Вы уже, я не понимаю, ушли не в том направлении, вы забыли, какие нужно кроссовки покупать, как правильно выбирать кроссовки. Надо вас вытаскивать из Шрекового болота, из Макса Пояснитого офиса. И поэтому сегодня у нас обзор кроссовок Asics Gel Odyssey WR. Делается модель в Индонезии. Эти кроссовки, вот они, вот. Я на время пока закрываю коробку. Обращаю ваше внимание, что есть две версии, старая и новая. Вот это старая 2017 года. Ее артикульный номер Q400L-9090 и приставка Asics. Вбиваете в Google и вы находите эту модель, никакую другую. Asics вообще очень позорно составляет описание на всех своих сайтах, что на официальном, что на сайтах партнера. Что они пишут? Посмотрим. Материал верха, синтетический материал Asics RUS. Здесь опять же какая-то этикетка. Материал верха, кожа Asics RUS. Ну и что? Две противоречащие друг другу наклейки. Это версия WR, не какая-то другая. Я даже написал на своем канале, что будет вот скоро какая-то модель. Кто понял, что это Asics, те писали, что Gel BND. Нет, ребята, BND я вам покажу. Это, ну, так сказать, шляпа еще та. Там нужно в материалах очень сильно разобраться, чтобы хотя бы купить. И напоминаю, 3400. За рубежом $100-120, 3400 это, понятное дело, по скидке. Но а так у них ценник 7 или 7,5 тысяч рублей. Ну и посмотрим. Это ноутбук, натуральный ноутбук. Но я вам хочу сразу наперед сказать, она просто в два счета уделает любые вот те названные модели в начале. Я не понимаю, почему вы так сильно себя перестали любить и покупаете какие-то кроссовки с синтетическим верхом за 3-4 тысячи рублей. Синтетический верх, ребята. Если что случится, если верх лопнет, вам никто ничего не поможет. И, ребятки, самый прикол, что вы проигнорировали такие бренды, как Saucony, такие бренды, как Brooks, такие бренды, как Asics, и просто смотрите в сторону Adidas, Nike и покупаете просто какую-то шляпу, а потом кричите, что вы чем-то недовольны. Я не понимаю вашего решения. Я найду 100 причин, чтобы отговорить вас от покупки тех самых говёных кроссовок. Стандартно все уже сделано, это, как сказать, классическая бирка. Сейчас уже чуть-чуть по-другому. Материал, опять же, верха. Вначале почему-то идет другие материалы, а потом идет натуральные материалы. Хотя здесь натуральных материалов в преимуществе. Ну давайте посмотрим. Когда я сказал, что сейчас другая версия, я правильно сказал, она видоизменена. Частично она улучшена, просто там минимум улучшений касаемо носовой части. А в основном она идет на ухудшение. Это 2019 года. В Wildberries вы можете ее сейчас купить где-то за 3,5 там, или 3,600 плюс-минус. Ну и везде есть сейчас скидки, поэтому я делаю обзор. Не знаю, конечно, когда увидите этот обзор. Но в любом случае, ребят, 3,500. 3,500 это вот те самые ваши все популярные кроссовки. Вообще популярные кроссовки, когда вы берете, вы уже пролетаете, вы становитесь лохом, потому что это популярные кроссовки. Эта модель, она не сильно тяжелая. Ну, я могу сказать, если учитывать, что это натуральные материалы, она такая, ну, в принципе, легенькая. Asics сделал как бы модель с какими-то там определенными беговыми, спортивными, тренировочными технологиями. Просто запихнул эти все технологии в обычную модель для ходьбы. Для активного отдыха. Здесь натуральный верх. Что это такое? Ну вот вы приглядитесь. Это ноутбук. Мелковорсистый ноутбук. Для людей, которые сомневаются вечно в чем-то, я вам сейчас отрежу кусок и будем сжечь. Характерный запах кожи. Думаю, все понятно. Вот она тлеет.
Всё. Фу, блин, вонища, как я не люблю эту вонь. Ох, капец. Прожег покрытие. Кроссовки эти демисезонные на 0, плюс 5, плюс 10, плюс 15. 20-очка, ну крайняк. Ну не знаю, в дождь можно, но обязательно водоотталкивающее покрытие должно быть. Сейчас посмотрим. Ну так как материал ворсистый, капля будет как бы и казаться, что она не впитывается. Но как только я сделаю вот так вот, да, то все начинает потихоньку впитываться. Проверим на цветоустойчивость сам материал. Все-таки это черный цвет. Вообще чуть-чуть потемнело. Но в принципе достойно. Идет у нас вдавленный логотип. Очень интересно смотрится. Это все нубук это 100%. Вот эту часть надо было усиливать. Вот то, что они сделали в последующей версии, усиление, другое какое-то, это все правильно сделано. Потому что здесь вот его просто загнули материал. И тут, и прошили. И получается потом со временем, когда вы ходите, вот у вас здесь яма образуется. Здесь текстиль, ну такой плотненький. Вот здесь вот синтетика идет. И вот здесь тоже идет синтетика. Да, она даже на ощупь сразу же отличается. И вот на звук. Послушайте. Офигенные, приятные на ощупь. Посмотрите, ворсинки, да, мелкие-мелкие. Развязываться не будет, усиление металлическое. Напрашивается, конечно, может быть и здесь, но хотя бы здесь сделали. И это очень хорошо. Изнутри на этом уровне должна быть синтетика, вот она и идет. Сзади идет усиление, которого нету в новой версии, насколько я помню, как-то по-другому сделано. Но здесь вот такое вот усиление довольно-таки интересно смотрится. Что мне понравилось? Ну, здесь, вот опять же, чем лучше эта модель старая, чем новая, здесь идет технология PHF. Это, ну, такие с эффектом памяти, вот такие плотные вставки. И теперь фишкарь. Вот это вы видите на пятке. Это усиление пяточной области. Если бы оно было чуть пошире сделано, это было бы вообще круто. На новой версии такого нет. Там сплошной текстиль. Протереть ее сложнее, чем вот такой вот обычный текстиль. И он более приятный на ощупь. Также, насколько я помню, нету видимого геля. Здесь гель есть. Вот он. Вот. Это видно. Подошва пена Soul Light. Плюс Duo Max. Это усиление. Усиление, если вот вы присмотритесь, вы его увидите. Вот, здесь идет и здесь. Вот две полосочки, как раз, вот смотрите, вот это пена, а вот здесь все, я здесь уже надавить не могу, а здесь опять могу. То есть боковая поддержка на этом уровне. Мне нравится, как они очень делают, вот это мне вообще по душе. Совсем охренела жена, хотел кроссовки ее показать, она не развязывает шнурки. Ну, понятное дело, 100 пар. Дядя Женя еще типа подарит, а вот возьму и не подарю. Duo Max технология, как раньше делали, обычно вкрапления вставляли, вот это как раз идет типа боковая поддержка, то есть более жесткий пеноматериал, а здесь такой мягкий, но он сразу же выделяется. В новой версии, насколько помню, пена уже другая, но здесь она средней жесткости, средней, даже ближе, наверное, к твердой. И что могу сказать? По высоте она не вот такая вот, как вы думаете. Она где-то вот здесь, вот посюда вот такая вот пена. На сочной части так вообще тонкая. Вы чувствуете в ней всю поверхность, по которой ходите. Прям вообще. Единственное, то, что здесь смягчает сильнее, это стелька. Ну, о ней попозже вы увидите. Посмотрим, что за протектор. Ахар плюс, типа усиленная резина. Мне не нравится то, что здесь куча бороздок. Вот таких вот, ну, как раз место для маленьких камушков. Ну, а так по толщине вот она. И сразу же по минусам. Знаю за кроссовки, что у кого-то лопнула подошва. Нужно обязательно проверять. И бывает то, что именно кроссовки вот эти отличаются по цветовой гамме, немножко по форме отличаются. Где-то не проклеи. Очень часто, и даже здесь вот я присмотрелся. То есть вот, я думаю, видно. Вот как должно быть, а как у нас здесь идет, со временем начинает отклеиваться. И вот здесь вот, да, думаю, видно, что должно быть вот так вот. Я не знаю, что у них творится там у всех, ну, блин, похрен, делают как конвейер. Вот все абсолютно. Старая бирка, которая в данный момент уже видоизменена,
Смотрите, клей, кто-то, это подделка, клей увидел. Боже, ребята, радуйтесь, если вы видите клей. Ситуация такая, время проходит, клей становится более заметный. Изначально, возможно, он бы не был виден. Просто вот так вот действует воздух на это все. Вот здесь вот видите, нету клея, ни хрена. Вот это все отклеилось. Может быть, возможно, когда-то это не было отклеено. 2 года прошло, вот оно уже отклеиваться начало само по себе. Когда клей идет, он всегда виден. Пусть это будет избыток, это лучше, чем недостаток. Они должны проходить черной краской, но кое-где, вот даже вот здесь вот видно, видите, черная. То есть здесь проходили. Стелька какая? Orfolite. Orfolite, куча разновидностей Orfolite. Хорошая стелька, но в идеале нужно иметь запасную такую стельку. Хороший отвод влаги, она амортизационная. Через год она будет примерно такого же типа, не сплющится, как обычная Эва, будет вытягивать влагу. Но в том и суть, она долго сохнет. Нужно иметь всегда замену. Ну и вот так вот все выглядит. Довольно-таки неплохо. 8,5 размер, имеет длину стельки 26,9 сантиметров. И вот такой вот у нас вид сверху. Ну и сбоку. В принципе, что могу сказать? Кроссовки полуспорта, это сочетание спорта и повседневки. Со спортивными штанами от тренировочного костюма, понятное дело, который будет из полиэстера, это не пойдет. Нужно что-то хэбэшное, либо джинсы, то есть под них тоже подойдут. Ну, сочетание, конечно, своеобразное. Я забыл сказать. Так как нубук у нас натуральный материал, он в принципе довольно-таки эластичный. Если вы правильно ухаживаете, у вас не лопнет. Но нубук имеет такое свойство, у него появляется куча таких вот полосочек на сгибе. И это как бы нормальное явление. Если у вас какие-то начинаются дикие заломы, у вас, значит, материал уже стал пересыхать. Его нужно смягчать лосьоном. Запомните. Еще, так как здесь, вот видите, в какой части идет сгиб, вот здесь вот это опасное место. Бывает вот эта часть, вот где прошита, она отходит, ну, со временем. То есть там сгнивают нитки и так далее. Я сразу же чувствую, куда я стою. То есть вот эти все, если будет камень, я наступлю, я почувствую. Здесь все вывозит именно стелька Orfolite. Она очень хорошая, очень плотная. И если ее убираешь, то вы сразу же понимаете, что подошва у вас вообще тоненькая-тоненькая. Если на пятку наступаю, ну, чуткарь чувствую, что что-то проваливается, но я говорю, это благодаря только стельке. По сгибаемости все отлично. Они очень обхватывают стопу. Можно сказать, не на широкую стопу, скорее всего, более даже на узкую, но нубук принимает форму вашей стопы, то есть как любой натуральный материал. Вот эти материалы мне по душе. Это вам не гребаная монарховая там, ну или какая-то там вот эта адидасовская синтетика. Нога сама по себе находится в нейтральном положении. Обратите внимание, как сделан нос кривовастенько. На левом он криво сделан, на правом просто вот идеально. Но это как бы нормальное явление. Ну а так, ребятки, за 3500 однозначно рекомендую вам к покупке на демисезон. Если найдете старую версию, это будет хорошо. Если не найдете новую, если там будут такие же материалы, и извиняюсь, что не могу сказать на 100%, ну тоже думаю будет неплохо. Ну, по крайней мере, лучше всех вот этих. Поэтому не парьтесь, покупайте, все будет окей. Всем спасибо и всем пока.